Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня будет видео о готовых работах за месяц май. Буду показывать игрушечки не в хронологическом порядке. И некоторые не смогу показать, так как я их уже отнесла в магазин. Но у меня есть фотографии, надеюсь, что всех игрушек, и я вам вставлю их в конце. Первой готовой работой хочу показать вот такую вот чудесную куколку. Сама она, конечно, сидеть не хочет, но просто хочу показать, какая у нее красивая шевелюра. Я тут попробовала пополам разложить волосы. Ну, в общем, как-то так получилось. Вязала волосы не в каждом ряду, а через 2 ряда, чтобы не сильно массивная была голова, но в то же время голова закрывает полностью. Сзади я прошила волосы. Вот так это выглядит. Возможно, не совсем аккуратно, но с другой стороны, это же просто волосы, и даже у нас они не всегда аккуратно лежат. Ну, вот эти вот верхние волосики все это дело прикрывают, и все хорошо выглядит, и как бы нет никаких лысин. Так, здесь у нас челочка. Ротик я не вышивала, мне с ротиком куколки не нравятся. Не знаю почему, но розовенькой ниточкой сделать, вот оно выглядит как будто, ну, в общем, не знаю, как-то не нравится. Ушки куколки я не пришивала, хотя я их связала. Вот эти ушки. Ну, в общем, не захотела я их сюда пришивать, они мне как-то... Какая-то она лопоухая получается. Хотя вот на фотографии я смотрю, у девочек там игрушки эти, куколки с ушками смотрятся хорошо, а я вот так сначала приживила, булавочкой посмотрела, мне как-то не понравилось. То ли, может быть, ушко какое-то большое получилось. Хотя, в принципе, у людей они тоже большие. Ну, в общем, не захотела. Не понравилось с ушками. Вот. Мне кажется, так она без ушек даже милее смотрится. Такая вот красотка. Тапочки у нее съемные. Забыла сказать, это мастер-класс Татьяны Риентович. Ну, в общем, ссылочку вам оставлю на Инстаграм. Это мастер-класс платный. Здесь я пришила пуговичку. И тапочки снимаются. Вот такой тапочек. Получилась совсем такая игровая кукла. Можно раздевать, одевать. Платьюшко ничем не оформляла. Оно такое вот простенькое, ничего не пришивала, не вышивала. Пришила только вот здесь вот 2 пуговички. Ну, не знаю, как на камеру, но в жизни практически под цвет. Это пуговички с Алиэкспресс. По-моему, 8 миллиметров. Вот. Платьюшко я вязала не так, как в мастер-классе. Там платьишко сшивается, но я вязала его по кругу. Просто вязала реглан и вот здесь вот потом соединила и вязала дальше на круговых спицах. Вот. Такая малышка. Здесь у нее трусики. Ну, кто смотрел мои предыдущие вязовлоги, те видели, как я начинала ее вязать. Также, кто смотрел, тот видел, что я начинала 2 куколки. Вторая была куколка Тильда. И вот такая она у меня получилась. Вязала я ее по схеме Тильды. Также оставлю вам схему на тело этой куколки.
Это бесплатный мастер-класс, есть на ютубе видео мастер-класс. Единственное, что я не стала пришивать трессы, хоть у меня и куплены они, но я вязала вот эту куколку, мне так понравились вот эти вот кудряшки, что я решила воплотить в жизнь еще такую шевелюру, такой паричок, а только сделать их подлиннее. И смотрите, какая шикарная прическа у нее получилась. Тоже здесь вязала не в каждом ряду, а через 2 ряда. Так. В общем, вязала через 2 ряда, но это совсем незаметно. Никаких просветов нет. Очень мне нравится. Также вот здесь вот я прошила все, чтобы никаких залысин не было. Ну, вот примерно до этих пор. Вот так вот прошито. Здесь челочка тоже у меня пришита. И вот эти волосы. Так. Ну, в общем, надо укладывать здесь. Вот. Ну, лежа она как-то не очень выглядит. Но я вот так ставила. Очень красиво. Вот эти вот волосы так лежат. Так, сейчас попробую показать. Вот. Вот так это выглядит. Я думаю, с этих волос можно и завязывать хвостики, какие-то косички. Пришила их намертво. Несколько раз там прошивала все хорошенечко. Можно какие-то прически, хвостики сделать. Кстати, забыла сказать, в куколке я оставляла проволоку. Кстати, слышала тоже такое же мнение, как было у меня, что проволока проржавеет, там еще что-то. Вот, как раз недавно смотрела видео, где женщина говорила, что боится делать куколки, и что проволока проржавеет. Так вот, я вставляла в куколки медную проволоку в оплетке, плюс сверху заматывала все изолентой. Я очень сомневаюсь, что медная проволока ржавеет. Не думаю, что такие куколки будут часто стираться, так как все-таки это берут не младенцам, а девочкам таким постарше. И там уже девочки не грызут те же волосы, там, либо, не знаю. Ну, конечно, дети разные бывают. Ну, я думаю, что нет такой проблемы. Тоже раньше боялась делать каркасные куколки с проволокой. Ну, в общем, вот попробовала. Мне очень понравилось, что не нужно здесь вот супер-пупер там набивать все это. Просто ставил проволоку, и все там очень супер держится. И вот эта шевелюра ничего не переклоняет там. Ну, как сказать. Я вот просто смотрю иногда видео девочек, и они вот так вот голову поддерживают, чтобы эта голова не наклонялась туда, ну, для видео. Вот. Ну, бывает заметно, конечно. Вот, а здесь я вот показываю, что можно ничего не держать, все тут отлично. Хотя, может быть, просто так держит, как голову ребеночку, чтобы, ну, по привычке или как сказать. Ну, иногда у меня такое впечатление, что вот так держат, чтобы голова не наклонялась. Вот. Тапочки здесь съемные. Вязала вот по этому же мастер-классу, только не делала никакие перемычки. Получились такие вот галошики. Подошивку делала темненькую, чтобы если стояла в магазине, ну или даже дети играли, чтобы не сильно вымазывалась. Платье тоже съемное, на пуговичках. Вот. Ну, снимать не буду. Но что хочу сказать, наряд я ей буду перевязывать, потому что, не знаю почему, я ей связала розовые трусишки. И как-то вот эти розовые трусишки не подходят к голубому платью. Ну, это на мой взгляд. Может быть, кто-то будет не согласен. Вот. Поэтому этот наряд я, ну, просто связала, но не подумала. Вот. Я его перевяжу все-таки на какой-то розовенький, чтобы вот оно сочеталось. А этот уже, так как связался, будет для какой-то следующей куколки. Эта куколка мне очень понравилась. Хоть я ее вязала просто для себя, просто попробовать, как все здесь вывязывается. Очень интересный мастер-класс. Очень советую.
В общем, хоть я не вяжу на заказ, но, в общем, хочу еще такую связать. Очень понравилось. И вот эта платьюшка ей отлично подойдет. Есть у меня тут такой небольшой изъян у этой куколки. Я ей пришила бусинки. Я изначально хотела делать куколку, как я делала предыдущую, с трессами, и пришить близко так вот 2 глазика. Ну, в общем, как эти куколки Тильды делают. Но потом что-то мне вот стрельнуло в голову вязать с такой вот прической. Но глазки я же уже как бы не вставлю. И голову хотела делать поворотную, но потом просто как бы, по-моему, пришила. Я даже не помню. Пришивала я. Да, пришивала. Ну точно. Я хотела сделать поворотную голову, а потом просто пришила и не сделала вот здесь вот утяжку, чтобы пришивать трессы. Ну, вот она у меня лежала. И все-таки мне захотелось куколку с такими длинными волосами. Насмотрелась в Инстаграм фотографий. Кстати, волосы я вязала, сейчас покажу, из какой ниточки. Я вязала из вот такой вот ниточки Gazal Baby Wool, 175 метров в 50 граммах. И это полушерсть. 40% акрила, 20 кашемира, ну, наверное, искусственный кашемир, и 40 мериносовой шерсти. Ниточка такая вот тоненькая. Вязала крючком номер 2. Кстати, локоны не сразу закручивались. Они сначала были вот такие вот какие-то прямые. А потом в ходе вязания, когда я уже провязала достаточно много этих локонов, они стали закручиваться. Вот, цепочку вязала на 80 петелек. Вот такая вот. И потом все это дело собирается. Как-то вот незаметно она связалась. Бывает, вяжешь так долго. Я, кстати, даже засекала. Один локон у меня вяжется ровно 5 минут. То есть вот 80 петелек. Набрать 80 петелек и связать в обратную сторону в каждый столбик. 5 минут у меня уходит. Вот. Ну, не знаю даже, сколько здесь локонов. Ну, в общем, достаточно, я думаю. Вот. Такая красотка тоже. Ушек нет. Ну, как-то так. Личико, если честно, мне не очень нравится, но только из-за того, что вот такие вот глазки. Но все равно. И такая куколка имеет место быть. Так, что-то я тут слишком долго мусолю про этих кукол. Далее хочу показать быстренько зайчиков. Я их уже показывала в вязовлогах. Это вот такие вот зайчики, связанные из полушерсти. Это Alize Lana Gold, 240 метров в 100 граммах. Еще был серенький. И такого же зайчика по такой схеме я вязала из софти. Тех зайчиков у меня нет, они в магазинчике. Я вам вставлю фотографию. И еще на этих зайчиков я сделала мастер-класс. Выставила в группе ВКонтакте и в Инстаграм. Ссылочки вы найдете под видео. Кто хочет связать такого милого зайчика, проходите, там есть схемка. Также еще вязала вот такого зайчика. Все по этой же схеме. Это Gazal Baby Cotton XL. И вот такой вот малыш. Это из акрила связан. Alize Baby Best. Батик. Такая интересная окраска. В жизни он немножко поярче, но камера не хочет снимать так, как нужно. Вот. Такие у меня были зайчики связаны в этом месяце. Кроме этих зайчиков, я еще хотела связать зайчика из знака Перес. Кто смотрел вязовлог, тот видел, какой он пушистый был.
Я хотела начесать его полностью, показать вам, как он выглядит. Но в итоге получился это котик. Я его подстригла. Вот такой вот хвостик. Постригла очень-очень сильно. То есть ворс был 2 сантиметра. У меня есть вот такие вот ножнички, резачки, не знаю, в общем, как они называются. И я вот прям этими резачками вот так вот подстригла его. Такой он грустненький у меня получился. Прям кот-дворняжка. Вязала вот из такой вот ниточки Нака Пэрис. Ну, думаю, что многие знакомы. Ну, вот я впервые вязала. В 100 граммах 245 метров. И в составе здесь 60 полиамида и 40 акрила. Ниточка очень мягенькая, приятная. На вязание вот такого котика ушло буквально грамм 15-16 где-то. Вот. Ну, если вязать зайчика, то, конечно, будет побольше. То, что ушки побольше. Но что хочу сказать, какие я сделала выводы. Вот так в ниточке не видно, что здесь очень длинный ворс. А когда его начесываешь, то, не знаю, будет видно или нет, то он получается вот такой вот длинный. Примерно 2 сантиметра вот это вот все дело, когда чешешь. И не для каждой игрушки это подходит. Скорее всего, из такой вот ниточки лучше вязать какие-то большие игрушки, хотя бы, ну, где-то сантиметров 20. Такие малыши, конечно, тоже смотрятся хорошо, но, во-первых, сложновато вязать. В плане того, что нужно только четко знать схему, перевязывать нельзя. Этот ворс застреет между рядочками, и обратно он не распускается. Очень-очень сложно. Если кольцо амигуруми не стянулось из этих ворсин, то его приходится просто отрезать и, в общем, заново начинать вязать. Но результат, мне кажется, хорошенький. Он такой на ощупь прям котеночек. Ну, он и есть котеночек. Вот. Ну, кстати, ушки я не делала описание. Делала только на зайчиков. Следующую игрушку вы, конечно же, все уже видели. Это вот такая вот единорожка. Миленькая, красивенькая. Много внимания на ней задерживать не буду. Все, кто хотели, уже прошли, связали ее. Или, может быть, еще вяжут. Пару готовых работ я уже видела в Инстаграм. И ВКонтакте видела. Я думаю, что попозже соберу все эти готовые работы и запишу какое-то видео. Или, может быть, хотя бы фотографии подпишу и выставлю, покажу вам в следующих видео. Вот такая красоточка. Оставлю вам здесь вот ссылочку на мастер-класс. Может быть, кто-то не видел. И если хотите связать такую же единорожку, проходите. У меня мастер-классы в 2 частях. В одном видео я показываю, как связать полностью тело. Оно цельновязанное. И во втором видео я показываю, как связать детальки, пришить их и оформить игрушку. По схеме этого тела у меня несколько игрушек. Также в этом месяце я вязала вот такого тигрика. Тоже мастер-класс есть. Тело у них одинаковое. Детальки, в общем, дополнительные разные. И получается уже совершенно другая игрушка. Выбираем другую ниточку, другие детальки, и все. Другая игрушка готова. Игрушка небольшая, 15-16 сантиметров, в зависимости от пряжи. Вяжется быстро. Минимум пришиваний. Ручки ввязываются, голова цельновязанная. Ну, я думаю, что вы уже знакомы с этими игрушками. Довольно-таки много просмотров набрал этот мастер-класс. И девочки еще смотрят. Это не может не радовать. Также хочу сказать, что я уже сняла мастер-класс на вот этого бегемотика. Знаю, многие ждут.
но нужно его еще смонтировать, просмотреть все это дело, и тогда он появится на канале. Но опять же, тело одно, только ушки и мордочка другая, и уже вот смотрите, совершенно другая игрушка. Вот такой вот миленький бегемотик. Подождите немножко, и он появится на канале. Бегемотику я животик не вывязала. Хотела попробовать юбочку сюда пришить. Ну, в общем, не дошли руки до этого. Но у меня есть вторые детальки. Вторые ушки, вторая мордочка. И, скорее всего, будет у меня и мальчик, и девочка. Попробую такой вариант сделать. Просто в одном из рядов вывязать юбочку. Хочется попробовать. А если пришью вот такой вот кружочек сюда, то, скорее всего, ну, высоко будет плохо смотреться. Если вот так вот юбку сделать, а здесь вот этот животик. Поэтому я решила животик не пришивать. Вот. Так. Наверное, надо это убрать. Еще я связала вот такую вот единорожку. В магазинчике, в котором я арендую полочку, были проданы две вот такие вот лошадки. И я решила связать им замену. У меня там одна лошадка была, короче, не лошадка была, а единорожка. Я ей рог вывязывала. Была такая розовенькая. И решила, что надо еще таких связать. Это мастер-класс тоже на ютубе есть. Я вам оставлю ссылочку. Но почему-то автор давно уже ничего не публиковал. Ну, в общем, все равно оставлю. Мастер-класс хороший. Мне игрушка понравилась тем, что она цельновязанная. Есть немножко заморочки с вышивкой цветочков, но от этого игрушка становится совсем другого вида. Такая миленькая. Можно таких лошадок вязать с разной гривою, вывязывать рог, и будет единорожка такая маленькая. И связала я их две. Вот, они стоят самостоятельно. Вот. Вот так вот ставлю их на полочку. Очень привлекает внимание. Здесь вот сделала два розовеньких цветочка, а здесь два желтеньких. Вот. В общем, такие готовые работы у меня. И еще когда-то давно я вязала вот таких вот черепашек. Только были у меня там глазки другие. Это тоже бесплатный мастер-класс. Также оставлю вам ссылочку. Вдруг кому-то захочется. Ну, не знаю, это либо игрушка, либо игольница. Вот. Совсем недавно отнесла такие в магазинчик. Они у меня долго лежали. И я отнесла. Их купили буквально за 2 дня. То есть они долго не простояли у меня на полочке. Они у меня дольше лежали в моем контейнере. И я им связала замену. Тоже вот сразу две. Как я заметила, что парные игрушки покупают чаще. Возможно, молодежь покупает себе как бы парные брелочки. Ну, в мое время было популярно покупать какие-то браслеты двойные, там, знаете, сердечки, которые на две части делились, вот, либо какие-то кулончики. Ну, я вот почему-то предполагаю, что когда покупают две игрушки, то покупают, скорее всего, не детям, а вот именно подростки сами себе. Игрушечка эта вяжется довольно-таки быстро, так как здесь нет никаких пришиваний. Ну, вот буквально я тут шею перешиваю на 2 стежочка, а так вот и лапки, все это ввязывается. И у меня на такую черепашку уходит примерно 1,5 часа. То есть связать панцирь, детальки и все это ввязать. Вот такие вот черепашки у меня. Также сейчас я вам ставлю фотографии. Я вязала еще авокадо.
котиков пухленьких. Связала 4 штучки. Один дочка забрала, другой котик пошел подружке дочкиной в подарок. Так, вроде бы про всех рассказала. Я все записываю. Хочу потом подвести итоги в конце года, сколько игрушек у меня получилось, как снимала в том году. И еще у меня осталась одна заготовочка на игрушку. Но вообще это была заготовка единорожки. И в общем, до конца я еще не решила, какая это будет игрушка. Поэтому она у меня не окончена и остается на следующий месяц. Вот. Если придумаю какую-то новую зверушку, то сделаю мастер-класс. Ну, а если нет, то, скорее всего, так и будет эта единорожка. Просто у меня нет подходящего цвета гривы. Ну что, на этом буду заканчивать свое видео. Вот такие вот игрушечки были у меня связаны в этом месяце. За месяц май. Довольно-таки продуктивный месяц получился у меня. Всего у меня получилось 22 игрушечки. Некоторые большие, некоторые маленькие. Но я считаю, даже если игрушка вот такая вот маленькая, но у нее большая грива, то это довольно-таки большая работа проделана. А у меня таких целых 2. Тело этой куколки, конечно, я вязала, наверное, в том месяце, если я не ошибаюсь. А может быть и в начале этого. Ну, в общем, не помню. Но связать вот такую гриву, это то же самое, что связать всю куколку. Вот. В общем, вот такие у меня работы. Единорожки попадали мои. Лошадочки. Устали стоять. Хочу сказать огромное спасибо, что подписываетесь на мой канал, вяжете по моим мастер-классам, смотрите мои видео, комментируете. Все это очень помогает продвигать канал. Канал потихоньку растет. Спасибо вам за это огромное. Также спасибо огромное за просмотр этого видео и всем пока!